Всем привет, с вами канал Жизнь Вкусная и я, Галина Артеменко. Сегодня я хочу поделиться с вами беспроигрышным рецептом идеального бисквита для рулетов. Если вы хотите покорить этого не всегда легкого в обращении красавца и без проблем готовить самые разнообразные рулеты, а также наслаждаться процессом вместо того, чтобы устраивать игрище с заворачиванием горячего бисквита в мокрое полотенце, то никуда не убегайте и досмотрите это видео до конца. Вот такой нежный рулет у вас получится приготовить по моему рецепту. Бисквит для рулетов по моему рецепту получается пышным, но не слишком, что позволяет без проблем сворачивать его. Эта пышность достигается благодаря силе взбитых белков, и разрыхлителя в этом рецепте не будет. А поэтому помните, что обращаться с этим тестом следует деликатно. Как и в случае со всеми бисквитами в целом, для моего действует основное правило. Белки для бисквита всегда взбиваются до мягких пиков, никаких средних и тем более жестких пиков, потому что именно мягкие пики имеют потенциал для расширения. Это очень важно, потому что когда вы отправите бисквит выпекаться, то в процессе нагревания воздух внутри каждого пузыречка будет расширяться, и бисквит будет неимоверно расти. Если же белки взбиты до средней, тем более до жесткой плотности, то в процессе нагревания растягиваться пленочка уже не сможет, и она будет лопаться, вследствие чего бисквит скорее всего осядет. Бисквит по моему рецепту очень эластичный, а поэтому нет необходимости сворачивать его, пока он горячий, чтобы зафиксировать форму. Вы без проблем сделаете это даже после того, как он полностью остынет. Но помните, что перепекать бисквит для рулетов категорически нельзя, потому что в любом случае, если вы бисквит перепечете, то, несмотря на то, по какому бы рецепту вы его не готовили, он в любом случае будет трескаться. Список всех ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании к видео. Приготовление всех бисквитов я всегда начинаю с подготовки формы, чтобы потом не тратить на это время. Для рулетного бисквита необходимо попросту застелить противень пергаментом. Подготовьте сухие ингредиенты, муку и крахмал. Их необходимо смешать, просеяв вместе. Возьмите 2 глубокие миски и разделите яйца на белки и желтки. Важно, чтобы яйца были комнатной температуры. Белки комнатной температуры во время взбивания образуют более стабильную пену. К тому же, если вводить сахар в холодные белки, он будет растворяться медленнее. Так белки легко перевзбить, а сахар так и останется крупинками. К желткам всыпьте половину сахара и взбейте их до посветления и увеличения в объеме. Сполосните венчики и вытрите их насухо, так как далее мы будем взбивать белки. Кстати, обычно я сперва взбиваю белки, чтобы дополнительно не мыть венчики. К белкам добавьте щепотку соли и начните взбивать их на низкой скорости, постепенно увеличивая ее до средней. Когда пена белков станет напоминать пивную, начните понемногу всыпать оставшийся сахар. Сахар будет стабилизировать белки, укрепляя структуру, но если всыпать весь сахар сразу, добиться необходимой степени воздушности не получится. Взбивайте массу до мягких пиков. Ко взбитым белкам добавьте взбитые ранее желтки и всыпьте смесь сухих ингредиентов. При
помощи силиконовой лопатки вращающими движением снизу вверх перемешайте тесто до однородности. Не стоит смешивать тесто на этом этапе при помощи миксера, чтобы было быстрее. Так вы выпустите воздух, и бисквит вместо нежного получится тугим. Распределите тесто по противню и выпекайте при 180 градусах в течение 10 минут. Я всегда накрываю свежеиспеченный бисквит слоем пергамента, для того, чтобы снять верхний слой, верхнюю корочку бисквита. Таким образом, то, что мы будем вкладывать в начинку, сироп, какой-нибудь крем, лучше пропитает этот бисквит, и он получится более влажным, более нежным, более мягким. Если корочка не отошла полностью, то можно помочь себе и сделать это вручную, и дальше в видео вы увидите, как это просто. Перетяните пергамент с бисквитом на рабочий стол и накройте верх бисквита другим листом пергамента. Пригладьте руками, чтобы бумага пристала к поверхности бисквита. Переверните бисквит вверх дном и снимите с него пергамент. Посмотрите, какая красивая текстура у этого бисквита. Теперь снимите и тот лист пергамента, который был прилеплен к верху бисквита. Вместе с ним должна сойти верхняя корочка и обнажиться мякиш. Если корочка сходит не полностью, скатайте ее вручную. Для удобства, после того, как снята бумага со дна, я укладываю бисквит на чистый лист пергамента. Так рулет будет легко сворачивать после наполнения. Когда я использую фруктовое пюре для пропитки бисквита, прежде чем наполнить его кремом, то делаю я это, когда бисквит еще горячий. Так он лучше будет впитывать сочность и лучше вберет в себя влагу из этого пюре. Кремом же следует наполнять бисквит только после того, как он полностью остынет. Смажьте бисквит фруктовым джемом или фруктовым пюре. Тут у меня абрикосовое пюре, смешанное с ложкой сахара. Для приготовления крема протрите творог через сито. Добавьте к творогу сливки и перемешайте. В 2-3 приема введите молоко.
Взбейте творожно-сливочную смесь до состояния крема. Крем распределите поверх фруктового слоя. Сверните бисквит в рулет. Небольшое количество крема может вылезать с боков или в самом конце сворачивания. Это нормально. Обязательно отправьте готовый рулет в холодильник на несколько часов сразу после приготовления. Там он стабилизируется и нарезать его будет проще. После того, как бисквит свернут, я заворачиваю его в пищевую пленку перед отправкой в холодильник, чтобы он не подсыхал и не заветривался. Мой бисквитный рулет получился очень нежным и сочным, а во вкусе идеальный баланс сладкого и кислого, а также никакой приторности из-за отсутствия сахара в креме. Напишите в комментариях о том, какую начинку в бисквитных рулетах вы любите больше всего, а также не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписаться на мой канал.